Алексей Васильевич Павлюковский, 49 лет. Родился в селе Дербинское Сахалинской области. Засольный мастер колхоза «Красный маяк». Расстрелян 14 апреля 1938 года в Николаевске на Амуре. Марьян Антонович Рыковский, 39 лет. Родился в Варшаве, Польша. Заведующий отделом кадров Государственного банка Белорусской Советской Социалистической Республики. Расстрелян 21 сентября 1938 года в городе Минск. Константин Антонович Леонтьев, 41 год. Родился в Енисейской губернии. Расстрелян 29 июня 1938 года в Барнауле. Иосиф Францевич Пелюцкевич, 54 года. Родился в деревне Дзехтяры Ковенской губернии. Слесарь на станции Лигово Балтийской железной дороги. Расстрелян 22 мая 1938 года в Ленинграде. Исаак Яковлевич Регер, 24 года. Родился в селе Ясное Томской губернии. Пищик в лемсхамхозе в 1935 году и колхозник в колхозе Ясная Поляна в 1938 году. Расстрелян 18 июня 1938 года в Славгороде. Прокоп Эммануилович Петер, 39 лет. Родился в Таврической губернии, конюх колхоза имени Молотова. Расстрелян 25 марта 1938 года в Барнауле. Иосиф Францевич Кауф, 41 год. Родился в Волынской губернии, сапожник в колхозе имени Розы Люксембург. Расстрелян 2 августа 1938 года в Минусинске. Рейнхольд Эммануилович Мюллер, 24 года. Родился в городе Люксембург в Грузии, студент театрального училища. Расстрелян 8 декабря 1937 года в Ленинграде. Ханс Вальтер Швахау, 26 лет. Родился в городе Ангермюнде в Германии. Инженер пожарной команды магистрата Большого Берлина. Расстрелян 6 августа 1951 года в Москве. Яков Богданович Мус, 39 лет. Родился в Новониколаевской колонии, рабочий лесозаготовительного пункта. Расстрелян 14 октября 1937 года в Новгороде. Иосиф Францевич Кауф, 41 год. Родился в Волынской губернии. Сапожник в колхозе имени Розы Люксембург. Расстрелян 2 августа 1938 года в Минусинске. Елизавета Андреевна Гутман, 64 года. Родилась в Саратовской губернии, член колхоза имени Тельмана. Расстреляна 2 октября 1938 года в Барнауле. Богдан Мартынович Мус, 42 года. Родился в деревне Подберезье, кузнец колхоза «Восход». Расстрелян 5 марта 1938 года в Ленинграде. Исаак Яковлевич Регер, 24 года. Родился в селе Ясное Томской губернии. Пильщик в леспромхозе в 1938 году и колхозник в колхозе Ясная Поляна в 1938 году. Расстрелян 18 июня 1938 года в Славянгорске. Михаил Адамович Буц, 27 лет. Родился в Новониколаевской колонии Новгородского района Ленинградской области. Тракторист Новгородской машинно-тракторной станции. Расстрелян 30 апреля 1938 года в Ленинграде. Иван Григорьевич Ремезов, 38 лет. Родился в селе Абрамовка, Елань Коленовского района Воронежской области. Крестьянин-единоличник. Расстрелян 20 июня 1938 года в Бутово Московской области. Иосиф Потапович Головко, 55 лет. Родился в селе Баутаново Полтавской области. Почтальон. Расстрелян 26 апреля 1938 года в Хабаровске. Яков Михайлович Шефер, 40 лет. Родился в Александровской колонии Новгородского района Ленинградской области. Поездной кочегар на станции Малая Вишера. Расстрелян 30 апреля 1938 года в Ленинграде. Павел Ефимович Бородавкин, 39 лет. Родился в селе Перекопное Ершовского района Саратовской области. Колхозник. Расстрелян
29 декабря 1937 года в Пугачеве. Вечная память. Семейство Дугричиловых проживало в селе Сагратль, Республика Дагестан. Приговорены к раскулачиванию и ссылке 26 сентября 1936 года. Дугричилов Муртузали, 1899 года рождения. Дугричилова Джавгарат, его жена, 1900 года рождения. Дугричилова Патимат, 1923 года рождения. Дугричилов Магомед Гаджи, 1925 года рождения. Дугричилов Дугрич, 1929 года рождения. Дугричилов Ахмед, 1931. Дугричилов Магомед, Дугричилов Абдулла Хажи. И единственный на данный момент живой член семьи Дугричилова Хадижат. Она родилась в ссылке в 1942 году. Реабилитированы Дугричиловы были только 11 февраля 1993 года. Дагестанский журналист и писатель Дугричилов Муртуз, который является потомком этой семьи, посвятил этому поэму «Вечное забвение» или «Рассказ отца». Год господствующей злобы, год предвиденной вины я бы выделил особо в хронологии страны. Как в термометре сигналом хворе цифру 37. То в озноб, то в жар бросала в наши лучшие из систем. Ради жизни и карьеры лгали, верили во вздор, и вершился новой эры неестественный отбор. Пробирающий до дрожи, сильный духом обречен. Будет он под корень скошен и позорно пригвожден. Мудрым горе, глупым слава, гордым пуля, низким власть. Ложь — единственное право, страх — единственная страсть. Когда не лес, а сад везде рубили, познал и я отраву всех обид. Мы только то навек забыть не в силе, что вечному забвению подлежит. И вот опять мне вспомнился апостол напрасной эры трусов и лжецов. Тот красный год он в наш аул не просто явился, а с мандатом, будь здоров. Сияет солнце мутное на бляшке, и сапоги блестят, как антрацит. Дрожит наган на беспокойной ляжке, во лбу звезда беспутная горит. Скрипучей кожи весен, как в хитине, проворный жук навозной новизны. Внушает видом, берегись отныне, заклятый враг народа и страны. Невнятный слог рубя и шаг чеканя бессрочной власти срочный чинодрал однажды на притихшем гадикане такую речь партийную держал. Зовут Гули меня, и к вам я прибыл по важному заданию ЦК. И знайте, от меня вам только прибыль. Вам надо верить в это, а пока, а ну-ка пораскиньте-ка мозгами. Чтобы зажить в краю великом мы, должны скорее разгладить тракторами все эти горы, кряжи и холмы. Не так ли? Вот и знайте, кто со мною, тому под силу все и прочий вздор. Но не про это я, а про другое. На стенке в нашем доме с давних пор, как верный талисман, висел старинный, в сражениях отточенный кинжал. Узор замысловатой паутиной по лезвию зеркальному бежал. На вершине его слоновой кости, а ножны были злато серебро. Нередко восторгались наши гости, смотря на это дивное добро. И как-то раз, незванно и нежданно, наведался к нам вкрадчивый Гули. Он на кинжал старинный глянул странно и деду твоему сказал: пошли. Сдашь добровольно лишнее богатство, тогда спасешь покой, детей и дом. А коль начнешь со мною пререкаться, придется объявить тебя врагом. Перечить нашим классовым идеям ты никогда не смей, Гули вздохнул. Подумай сам, продав кинжал сумеем мы накормить голодный наш аул. Согласен, даю мужское слово, подумав, отвечал ему отец. Да только покупателя такого найди и приведи ко мне, мудрец. Так мы наутро стали кулаками. А через 2 каких-нибудь денька домашнее имущество мешками уже распродавали с молотка. Проныры поднимали клубы пыли. Товар ценя на ощупь и в прищур. Они библиотеку раскупили. Конечно, на растопку и раскур. Замечу вскользь, что дед твой, между прочим, всю молодость пробыл в краю чужом. В Бахчисарае он лицей окончил и награжден был золотым пером. И этому перу, без долгих споров, другое применение нашли. Оно скрепляло толщу приговоров, вонзающихся вензелем Гули. Твой дед любил одаривать до страсти жену, так удивлению мужчин.
Он обменял коня отборной масти на фантастический платок павлин. В тот красный год, бесстрастно, деловито, платок был перекрашен в нужный цвет. И возник сон ликующую свитой под возгласы гули на сельсовет. Прошло немного дней, и в школьном зале, в босой шеренге радостных детей, мне пионерский галстук повязали, а после краснобай и красный бей. Нас называл ростками новой эры, и пряники нам щедро подавал. Берите, дети, ешьте, пионеры, и знайте, это сталинский хинкал. Как в этот миг, всю жизнь вам будет сладко и сыто, если нашему вождю ее вы посвятите без остатка. Великие дела везде вас ждут. Торжественно слова его звучали и волновали робкий детский строй. И вдруг меня Гули увидел в зале, позеленел и зашипел змеей. Ах ты, щенок, кулацкое отродье, священный галстук этот не про вас. Он ущипнул меня за подбородок, схватил за горло крепко и затряс. А после в узел галстука просунул худые пальцы, крепкие как спрут, и со значением в лицо мне плюнул. Облегчил я его идейный труд. Снял петлю, задыхаясь и немея, кровь изнутри, снаружи слезы жгли. Вся жизнь прошла, а до сих пор во сне я все вижу пальцы этого Гули. Я выскочил, в ушах стучала гулка, и, растирая слезы кулаком, бежал и вдруг столкнулся в переулке случайно с комсомольским вожаком. «Ты что ревешь?» — с укором добродушным спросил он. «Кто обидел? Отвечай». Стесняясь слез, я с мужеством натужным ему поведал про свою печаль. В ответ вожак не проронил ни слова, а вечером тайком вошли мы в зал. Там галстук он из скатерти багровой мне вырезал и ловко повязал. А через день его арестовали. Донес, я это знаю не со слов. На нас ровесник мой, вкусивший в зале всю сладость милых сталинских пайков. Как звали вожака, не помню, боже. Зачем же так устроен человек? Мы только то всегда забыть не можем, что подлежит забвению навек. Зато на диком острове Муйнаке, где жили в ссылке мы от всех дали, ночами в мрачном продувном бараке мне снились пальцы этого Гули. С той поры вы одержимы всякой чести палачи, пасквилянты, подхалимы, самодуры и рвачи. До сих пор вы адресаты липких сталинских пайков. И традиции 30-х продолжаете без слов. Весь ваш сброд казнящий немо в подражании велик, потому что взял тотемом обезьяний глупый лик. Ревизоры грязных ведер, ворошители белья, вы по-прежнему живете, имена свои тая, и под спудом текстов лживых червяки за рядом ряд в засекреченных архивах их по буковке съедят. Вашей лестью, вашим страхом столько гордых смыло след, и над их забытым прахом вы взошли как пустоцвет. Слаб росток, да крепок корень, впору корчевать огнем. Пальцы мне вцепились в горло и сжимаются на нем. Насчет 30-х годов и важности сохранения исторической памяти я вряд ли смогу сказать что-то новое. Помнить нужно, чтобы хотя бы попытаться избежать повторения. Мне очень часто кажется, что моя страна попала в замкнутый круг крови и грязи, застряла в нем, что здесь, даже если и наступит порой оттепель, то она все равно очень быстро вновь сменится лютыми морозами, которые тотчас же уничтожат нежные самые ростки всего светлого и доброго. И все чаще кажется, что это вечное проклятие России, что его невозможно преодолеть. Не знаю, пессимизм зашкаливает. Но знаю точно, что если не помнить о репрессиях, не помнить все то зло, что государство сделало в отношении наших предков, государству будет гораздо проще сделать то же самое с нами и нашими потомками. Впрочем, с нами оно уже это делает. Ну вот, говорю же, не могу ничего нового сказать, только мрака нагнал. Нужно сопротивляться злу, а без памяти это невозможно. Буду прощаться, успеха вам в ваших начинаниях, вы делаете важное дело, и неудивительно, что вам всячески пытаются...